Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии усиливаются споры вокруг энергетической политики, высокой стоимости энергии, отказа от атомной энергии и роли газа в рамках энергетической трансформации. Сегодня канцлер Фридрих Мерц заявил о стратегических ошибках прошлых лет. При этом новые газовые электростанции получили одобрение Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен, что подчеркивает сложный баланс между климатическими целями Европейского Союза и экономическими потребностями. В Германии возвращают государственные субсидии на электромобили, и рынок без поддержки, как оказалось, не работает, и немецкий автопром требует защиты на фоне давления Китая и конкуренции внутри Европы. И это еще не все. В Берлине усилился конфликт вокруг налоговой политики. Средний класс теряет доходы, а вот бюджетные ограничения Европейского Союза сужают пространство для решений правительства Мерца. И напоследок, немецкий рынок труда сталкивается с новым разрывом. Компании ищут кадры и не могут найти, а большинство работников чувствуют себя просто не готовыми к смене работы в 2026 году. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии активизировалась дискуссия вокруг стоимости электроэнергии, надежности энергосистемы и дальнейшего курса энергетических реформ. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что энергетическая трансформация в Германии оказалась одной из самых затратных и требует пересмотра. В этом он винит предыдущее решение, прежде всего выход из атомной энергии, который, по его словам, оказался серьезной стратегической ошибкой. По словам Мерца, отказ от атома и частичное закрытие угля оставили страну с очень ограниченными возможностями для стабильной генерации энергии. Сегодня электричество дороже, чем у большинства соседей, а промышленность чувствует на себе последствия этих политических решений. Правительство добилось прорыва с Европейской комиссией. Сегодня Германия может строить новые газовые электростанции, которые станут, скажем так, резервной подушкой в те моменты, когда солнце и ветер дают мало энергии. В 2026 году планируются торги на 12 гигаватт новых мощностей, а новые станции должны быть готовы к эксплуатации в 2031 году. Таким образом, правительство Фридриха Мерца рассматривает газовые мощности как резерв на период низкой выработки энергии ветром и солнцем, но с другой стороны, такие вот проекты критикуются за дороговизну и экологическую нагрузку. Часть экспертов предупреждает, что это откладывает переход к чистой энергии и держит Германию в зависимости от того же газа. На этом фоне у Мерца возникает новый открытый конфликт с теми, кто считает, что путь к климатической нейтральности не должен включать новые крупные проекты на ископаемом топливе. Они говорят, что стоит вкладываться в сети, аккумуляторы и хранение энергии, а не в новые газовые станции, которые в будущем станут еще дороже. И здесь появляется еще один уровень спора, так как вы знаете уже, что решение о новых мощностях одобрена Европейской комиссией во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Но именно брюссельские правила и условия субсидирования стали камнем преткновения для критиков. Они утверждают, что Европа слишком медленно реагирует на климатические вызовы и что из-за этого Германия вынуждена искать компромиссы, которые могут быть выгодны сегодня, но опасны завтра. Таким образом, сегодня Германия пытается переосмыслить свою энергетическую стратегию. Мерц говорит о дорогой и ошибочной политике в прошлом. Следующая новость, одна из самых важных для Европы. В Германии возвращается государственная субсидия на электромобили. Но и здесь такое решение сразу стало предметом острого спора в политике и экономике. Правительство Мерца планирует выплачивать от 1500 до 6000 евро за каждый новый электромобиль. Субсидия будет действовать задним числом, то есть получить деньги смогут те из вас, кто зарегистрировал машину с 1 января 2026 года, а подать заявку разрешат уже весной через онлайн-портал. Речь идет о сотнях тысяч автомобилей и миллиардах евро бюджетных средств. Формальная цель – это оживить рынок. Я вам скажу, что после отмены прежних субсидий продажи электромобилей в Германии резко просели. Люди перестали покупать, дилеры начали накапливать непроданные машины, автоконцерны Volkswagen, BMW и Mercedes потеряли долю на собственном рынке. Без субсидий электромобиль оказался слишком дорогим для массового покупателя. И, кстати, особенно на фоне высоких цен на электроэнергию. Канцлер Фридрих Мерц поддерживает возврат субсидий как вынужденную меру, и обратно же он открыто признает, что рынок не справляется сам. По его словам, Германия сегодня загнала себя в ситуацию, где электромобили одновременно продвигают политически, но делают экономически невыгодным из-за дорогой энергии, перегруженной регуляции и резкого отказа от прежних стимулов. На европейском уровне ключевую роль играет Урсула фон дер Ляйен. Европейская комиссия настаивает на электрификации транспорта и климатических целях, но фактически соглашается с тем, что без прямых государственных вливаний этот переход не работает.
Новая немецкая субсидия вписывается в линию Брюсселя. Все мы с вами неоднократно видели сначала это цели и запреты, затем компенсации из бюджета. Именно здесь возникает предмет для споров. Критики спрашивают, так почему государство снова субсидирует покупку машин, а не решать именно базовые проблемы, то есть дорогую электроэнергию, нехватку зарядной инфраструктуры и нестабильность правил. Я вам приведу пример, с чем уже сталкивались. Прежний экологический бонус, то есть субсидии на электромобили, разогнал продажи, но как только деньги убрали, мы с вами увидели, как рынок сразу рухнул. Это означает, что спрос был искусственным, а не устойчивым. Есть и геополитический аспект. Китайские электромобили, вы знаете, дешевле и агрессивнее выходят на европейский рынок, потому что в Китае субсидии куда масштабнее и жестче. Без поддержки немецкие производители просто не выдерживают ценовой конкуренции, поэтому субсидии становятся не климатическим инструментом, а именно защитной мерой для промышленности. В результате Германия стоит перед выбором либо поддерживать рынок за счет бюджета, либо учитывать риск сокращения рынка электромобилей и ослабления позиции автопрома. И вот такое решение субсидий показывает, что ставка на чистый рынок в этой отрасли не сработала, и теперь за переход платит государство. А значит, давайте говорить откровенно, налогоплательщики, то есть мы с вами. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. Налоговая политика в Германии все сильнее отражается на нас с вами, людях, живущих за счет заработной платы. Речь идет не о сверхдоходах и не о бизнесе, а о миллионах людей с низким и средним доходом, у которых после всех вычетов на руках остается все меньше денег. И это при том, что цены и коммунальные расходы наоборот растут. Я вам ранее уже более детально рассказывал, что сегодня работник со средней зарплатой в Германии фактически отдает государству и фондам до 45-50% своего дохода. То есть это подоходный налог, пенсионные, медицинские и страховые взносы. Формально это социальная система, но на практике люди видят простую картину. Зарплата растет медленно, а чистый доход почти не меняется. Социал-демократы в Бундестаге СДПГ срочно требуют снизить налоговую нагрузку именно для этой группы. Их аргумент прямой: если у людей нет свободных денег, экономика не работает. Меньше покупок, меньше внутреннего спроса, слабеет рост. Это уже чувствует розница, сфера услуг и малый бизнес. Но здесь начинается конфликт внутри самой власти. Канцлер Фридрих Мерц отказывается от идеи налоговых послаблений, но дает понять, что денег в бюджете мало, а обязательств наоборот слишком много. Пенсия, оборона, инфраструктура, энергетика. Снизить налоги легко на словах, но потом возникает вопрос, чем закрывать дыру в бюджете. Часть экономистов предупреждает, что если просто снизить налоги без перераспределения нагрузки, выиграют прежде всего высокие доходы, а средний класс снова получит символический эффект. Это уже происходило раньше, когда налоговые послабления съедались ростом взносов и инфляцией. Отсюда мы с вами уже видели совсем недавно новое предложение от правительства, которое вызывает еще больший спор, то есть компенсировать снижение налогов для низких и средних доходов за счет богатых и сверхбогатых, именно через повышение ставок или специальные сборы. Для бизнеса и владельцев крупных капиталов это воспринимается как повод для осторожных оценок. На этом фоне появляется европейский фактор. Урсула фон дер Ляйен и Еврокомиссия внимательно следят за бюджетной дисциплиной Германии. Брюссель требует от Фридриха Мерца жесткого контроля дефицита, потому что именно Германия, как мы знаем, является якорем всей еврозоны. Любая ошибка автоматически бьет по другим странам ЕС. Простой пример. Если Берлин резко снизит налоги без источника компенсации, вырастет госдолг, подорожает заимствование и усилится давление на евро. В результате давление идет сразу с двух сторон. Снизу избиратели из средний класс, уставшие платить все больше, сверху это бюджетные ограничения и требования Брюсселя. Фридрих Мерц оказывается в сложной ситуации сегодня, где любое решение затрагивает интересы и общества, и бюджетные требования Евросоюза. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Наступил 2026 год, а большинство занятых немцев чувствуют себя не готовыми искать работу. И это даже если придется менять место, переквалифицироваться или начать все с нуля. Новое исследование показывает, внимание, что почти 80% всех работающих людей в стране считают, что они недостаточно готовы к поиску работы именно сейчас. А среди молодых подающих, то есть тех, кто только входит на рынок труда, таких больше 90%. Таким образом, мы с вами видим отражение реального разрыва между навыками, которые нужны сейчас, и тем, что люди могут предложить работодателю. При этом более половины опрошенных говорят, что поиск работы в 2026 году стал намного сложнее, чем год назад. Именно из-за жесткой конкуренции и требований к квалификации, которые быстро растут. Но на самом деле на рынке труда одновременно происходит
два напряженных процесса. Это острый спрос на кадры и высокая неготовность соискателей. Еще летом независимый опрос показал, что почти 90% немецких компаний не могут найти квалифицированных сотрудников для открытых вакансий. Как такое возможно? С одной стороны, дефицит специалистов в промышленности, сервисе, IT и строительстве создает давление на работодателей, которые готовы платить больше и расширять набор навыков, но не находят людей с нужной подготовкой. С другой стороны, сами работники часто не умеют адаптировать свои резюме, сообщать о своих навыках или использовать новые инструменты трудоустройства, включая цифровые платформы и алгоритмы подбора. И давайте не будем забывать о дополнительном факторе, который также оказывает давление – это быстрый технологический прогресс. Искусственный интеллект и автоматизация становятся частью процесса найма и отбора. Компании, в свою очередь, вынуждены удлинять процесс поиска. По данным некоторых исследований, заполнение одной вакансии занимает 3-4 месяца, но бывает и дольше, если речь идет о квалифицированных профессиях. Таким образом, формируется противоречие, при котором экономика испытывает нехватку кадров, а сами работники ощущают недостаточную готовность к активному поиску работы. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.